taking their clothes off in a supermarket. Ничто не может смутить родителей больше, чем раздевающийся на людях ребенок. So screaming and shouting doesn't do the trick for the breakfast cereals. Taking their clothes off. И если ребенок вопит на весь магазин, но ему не покупают то, что он хочет, он начинает быстро раздеваться. These children know every trick how to embarrass their То есть parents. эти дети знают любые фокусы для того, чтобы поставить родителей в неловкое положение и заставить сделать желаемое. Okay, another problem is called pervasive developmental disorder. И есть еще одно расстройство, которое называется первозивным расстройством развития. Первозивное по-русски глубокое нарушение развития. Affect what? We might get on with that. Let's see how we Друг у друга выясняют, кто о чем собирается говорить, чтобы ничего не упустить. These patients have severe problems with executing appropriate social behavior. Этим детям очень сложно соблюдать приличное общественное поведение. And therefore have strong overlaps with ADHD. И по большей части это состояние взаимно наслаивается на ту симптоматику, которую мы наблюдаем при дефиците внимания с гиперактивностью. So you'll see that many of these are just names for То есть, видите, все это просто название, хотя по сути состояния очень близкие друг к другу. Obsessive compulsive disorder. А теперь обсессивное компульсивное расстройство. There are varying degrees of overlap again between ADHD and compulsive disorders. Компульсивные нарушения и дефицит внимания с гиперактивностью тоже имеют очень много общих черт. Не старайтесь все это писать, у вас уже это будет все по-русски, я вам уже все по-русски сделала, поэтому не старайтесь записывать каждое слово со слайда. The common link with these is that they're usually associated with low serotonin. И похожими эти состояния делает низкий уровень серотонина. Now, serotonin, as you know, is a brain chemical like dopamine. Вы знаете, что серотонин это тоже, так сказать, химическое вещество мозга, как допамин. And has two identical enzymes in its synthesis И в синтезе участвуют два похожих фермента, to dopamine. похожих на те, которые участвуют в синтезе допамина. So the enzymes that synthesize dopamine, synthesize serotonin are identical. Те же самые ферменты, которые участвуют в синтезе допамина, участвуют и в синтезе серотонина. The only difference is that serotonin is synthesized from tryptophan. Единственная разница, серотонин синтезируется из триптофана, And dopamine from tyrosine. а допамин из тирозина. And both of them require tetrahydrobiopterin in their И synthesis. тетрагидробиоптерин требуется и там, и там. То есть это соединяющий фактор, соединяющий эти два химиката мозга. So we see that the cofactors that synthesize these brain chemicals are identical. То есть фактически кофакторы, которые участвуют в синтезе этих веществ мозга, идентичны. And we'll see the principal ones of these is folic acid, Значит, фолиевая кислота это основной, is B12, B12, B6, B6, B3, B3, magnesium, магний and zinc. и цинк. Okay, so these nutrients are common to both brain chemicals. То есть вот эти нутриенты, они являются общими в синтезе двух химических веществ мозга, допамина и серотонина. And they're also common to the methylation pathway. Кстати, они же составляют общую основу и пути метилирования. So when we learn how to diagnose methylation defects, we really see a great picture of our person. И поэтому, с учетом всего вышесказанного, с учетом этого более широкого контекста, мы можем рассматривать более глубоко проблемы метилирования и диагностировать их у пациентов. So we see that the common denominator to most of these conditions is involved with methylation. То есть общий деноминатор всех этих проблем связаны с метилированием. So we'll learn that methylation defects are either inherited Проблемы метилирования могут быть врожденными or they're acquired. или приобретенными. But they can also occur due to demethylation, Могут они возникать и как следствие деметилирования, which occurs often with age. что часто происходит с возрастом.
And we know that all the genes that we don't express in our body have little caps on them, which are methyl groups. Мы прекрасно знаем, что метиловая группа формирует некоторые, так сказать, так называемые колпачки над теми генами, которые не имеют своей генной экспрессии в теле. And if we don't keep our methyl groups high, Если метиловые группы не поддерживаются на должном уровне, на должном высоком уровне, we may lose some of these caps off our genes. вот эти колпачки могут утрачиваться. And these genes may start expressing themselves И when we тогда don't want them. начнется экспрессия генов тогда, когда она совершенно нам не нужна. And this is what happens with a person who has very good health for 50 years. Вот так и происходит. У человека все хорошо со здоровьем, скажем, лет 50. And then they start developing cardiovascular or malignant problems. А потом у человека начинаются злокачественные новообразования или сердечно-сосудистые проблемы. So a person who has inherited a defect Человек, у которого дефект врожденный, will have a problem all their life. живет с проблемой на протяжении всей своей жизни. So we see their problem in childhood То есть мы наблюдаем у такого человека проблемы уже с детства. and in adulthood. Наблюдаем эти проблемы и в детском, и во взрослом возрасте. A person who acquires a А вот problem если у человека проблема приобретенного характера, will only develop symptoms sometime in their life. у такого человека наступает определенный период в жизни, когда симптоматика начинает развиваться и проявляться. So the person who is fine until they were age 15 Скажем, до 15 лет живет все в порядке. and then had an illness Потом он заболевает. and never really recovered from this illness. И на протяжении всей оставшейся жизни возникает впечатление, что он так никогда из этой болезни не выходит, так никогда полностью не выздоравливает. This would be an acquired Вот problem. это уже приобретенная проблема. And we may acquire the problem because of a virus Проблема может быть приобретенной вследствие вирусного поражения or an exposure to a toxin of some или form. вследствие подверженности воздействия какого-либо токсина или токсинов. So most of these children with neurodevelopmental problems have inherited their problem. Как правило, если у ребенка проблемы развития, нейроповеденческие расстройства, это проблема врожденная. So you may have to treat mum or dad in addition to the children. Так что в таких случаях надо работать не только с ребенком, но лечить и его родителей. So often you find the same pattern is within Очень the часто mother or наблюдаешь father. те же самые схемы заболевания у родителей, что и у ребенка. The picture is of a fairly famous English football player. Известный английский футболист He's called David Beckham. Дэвид Бекхэм. And he has this compulsive, obsessive behavior. У него обсессивное компульсивное поведение. He can't stand dirt of any form. Dirt, dust, Он dust. совершенно, так сказать, не может выносить никакой грязи или пыли. Which is strange for a football player who is working on the dirt all the time. Для футболиста странно, да, по грязи бегает всю свою жизнь. But visitors to his house Но те, кто был у него дома, have reported that he usually wears an apron говорят о том, что он ходит в фартуке по дому. and is seen vacuuming the house most of the time. И большую часть времени, находясь дома, он пылесосит квартиру, ну дом. He now lives in Los Angeles, Сейчас он в Лос-Анджелесе живет. where Michael comes. Откуда Майкл приехал? I think Michael maybe has had the same problem. Может, и у Майкла та же самая проблема. Another famous person would be Michael Jackson. Майкл Джексон еще одна знаменитость. Michael Jackson was forever washing his hands. Он руки мыл без конца. He couldn't stand the idea of developing То diseases. есть одна мысль о том, что нечистые руки могут привести к заболеванию, сводила его с ума. Unfortunately, he didn't have the same concept about drugs. К сожалению, о наркотиках он так не думал. So he didn't die from an infection, but he Умер он died не from от drugs. инфекционного поражения, а умер от передозировки наркотиков. So the obsessive behavior may be an extreme form of perfectionism. Так что обсессивное поведение – это, наверное, крайнее выражение перфекционизма. So this might be in a child who can't finish their homework Это вполне могут быть те дети, которым, так сказать, никак не доделать домашнее задание. because they can't make it absolutely perfect. Потому что ребенку нужно обязательно, чтобы было сделано все в совершенстве. Okay, so the obsessive behavior can be about anything. Обсессивное поведение может касаться чего угодно.
Asperger's syndrome Синдром Аспергера is often called a semantic pragmatic disorder, часто называется семантически-прагматическим расстройством. otherwise known as a right hemisphere learning disorder. Это расстройство, которое связано с нарушением функций правого полушария мозга. A non-verbal learning disability Это невербальная проблема обучения and schizoid behavioral disorder. и характеризуется шизоидным поведением. You'll probably recognize the man on the right. Наверное, вы узнаете того, да, кто на правой части слайда. You'll not look at. Вам посмотреть. So we're not sure who is the schizoid. Трудно, конечно, тут решить, кто тут шизик. Ну, хоть улыбайтесь, когда он пытается с вами шутить, тем более по поводу чужого президента. Now, autism Аутизм has many similar symptoms to ADHD. во многом похож на синдром дефицита внимания с гиперактивностью. So many autistics are hyperactive. Очень многие аутисты гиперактивны. They have executive dysfunctions, У многих из них экзекутивные дисфункции. primarily in their attention, impulsivity and distractibility. Как правило, это дети, страдающие невозможностью долго держать внимание, страдающие импульсивностью и рассеянностью внимания. So probably the common link here, the area affected is very much the cerebellum. В данном случае, наверное, объединяющей, так сказать, областью можно назвать мозжечок. So there are certain features which label children as autistic. Есть определенные черты, которые позволяют приклеить к ребенку ярлык аутиста. So there's an absence or impairment of imaginative and social play. Значит, это отсутствие художественного воображения в социальной игре. There's an impaired ability to make friends with peers. Это неспособность заводить друзей среди сверстников. So they often are lonely. То есть эти дети очень часто одни. They have impaired ability to initiate or sustain conversation. Этим детям очень сложно инициировать или поддерживать разговор. Stereotype, repetitive or unusual use of language. Такие дети часто используют язык стереотипно, повторяющимся паттерне или необычным образом. They have restricted patterns of interests that are abnormal in intensity or focus. У этих детей рестриктивные сферы интересов, которые, как правило, являются аномальными по фокусированности и интенсивности. Alison, my wife, and I used to treat a man in his 40s. Мы с моей супругой Алисом лечили как-то мужчину порядка 40 лет возраста. And he used to have an obsession about time. Он обсессивно относился ко времени. So every time the clock struck on the treatment room, he would stop. Каждый раз, так сказать, когда часы, когда часы подходили к определенному часу, он обязательно, так сказать, замирал. And he would say, "It's time for a snack." И говорил: так, пора перекусить. So he'd get out a packet of chips. Доставал там какие-то чипсы Or обязательно. a sandwich. Бутерброд доставал. So То every есть все time, по часам, все должно быть. Подошло время, никакого лечения, буду есть. so every time he heard the clock chime, he associated with that with having a То meal. есть как только били часы, он понимал, что ему пора поесть. But we learned that many times, by the time he'd gone to the receptionist, he'd actually stolen the clock. И, кстати, потом мы заметили, что каждый раз, когда он подходил к стойке регистрации, он воровал часы. So our receptionist would just simply undo his bag И тогда просто, так сказать, регистратор открывал его портфель and take out all the things that he'd stolen from the treatment room. и доставал оттуда все, что он наворовал у нас в кабинете. So he had no compulsion about stealing. Так что он очень легко ко всему этому относился. If he liked that camera, he took it. Понравилась ему камеру, взял и пошел. Amazing, no sense of guilt or higher brain functioning at all. Никакого чувства вины, то есть высшие мозговые центры отдыхают. So he simply didn't recognize those or have that ability of that forebrain activity. Он просто, так сказать, не распознавал то, что он делал. Это нарушение функции переднего мозга. So they may become inflexible to routines and rituals. Эти люди очень привязаны к определенным ритуалам и рутинам, становятся очень негибкими.
Tourette's is another. Do you understand? Синдром Туретта, знаете, что такое? This is one that you probably won't come across very often. Может быть, это не то состояние, с которым вы будете встречаться часто в практике. It's thought to be an inherited neuropsychiatric disorder. Всегда считалось, что это врожденное нейропсихическое или психиатрическое нарушение. And here's our key word here, inherited. Вот оно ключевое слово, врожденное. So question, what does inherited mean? А что означает само это слово? Это вопрос к вам. It means a genetic. Это значит генетическое, да? То есть генетически унаследованное что-то. So this is somebody who's got it within their genes. То есть такие люди несут это состояние в своих генах. So remember, if a child has a problem, it's likely that it's inherited. Вспоминайте, о чем мы говорили. Если проблема появляется в детском возрасте, скорее всего, она унаследована. If the problem develops later on, it's probably acquired. Если проблема развивается в более старшем возрасте, и ребенок не страдает ею уже в детстве, значит, скорее всего, это проблема приобретенного характера. Maybe from a virus or a toxin. Может быть, это следствие вирусного или токсического поражения. And if it comes on in middle age or older age, it's probably a methylation defect. Если проблема появляется, так сказать, в среднем или в старшем возрасте, скорее всего, это дефект метилирования. Due to demethylation within the diet. Вследствие деметилирования, которое связано с рационом. So you see that the common denominator is going to be those nutrients that I mentioned earlier. То есть, видите, те нутриенты, которые я обозначил раньше, являются общим деноминатором во всех этих состояниях. In most of these conditions. Ну или, по крайней мере, в большинстве из перечисленных состояний. So, Tourette's is characterized by the presence of multiple physical motor tics. Значит, множественные тики – это характерный признак синдрома Туретта, физические тики. And at least one vocal tic. И, как правило, один, ну, по меньшей мере, один вокальный или фонический тик, голосовой. These characteristically go up and down or wax and wane. Причем эти признаки нарастают и гаснут периодически. Do you know that expression, wax and wane? Okay. Wax and wane are only terms which are really only used in relationship to the moon. Кстати, вот, так сказать, эти слова, которые на русский я перевела, как, так сказать, нарастают и ужасают симптомы, это терминология из исследования Луны. So the waxing is the period from the new moon to the full moon. То есть усиление, нарастание симптоматики, это рост Луны, то есть от молодой Луны к старой, когда месяц превращается постепенно в полную Луну. And the waning is from the full moon. А угасание – это, так сказать, обратный процесс, когда полная Луна постепенно превращается в тоненький месяц. And it's interesting this because many of these neurological problems, neurobehavioral problems, do change with the lunar cycle. И, кстати, очень интересно, что используется такая терминология, это лунная терминология, потому что очень многие нейроповеденческие расстройства подчиняются циклу Луны в своих проявлениях. And it's thought because of the large water content in the human body that these are affected by the gravitational pull of the moon. И более того, надо, наверное, еще сказать, что поскольку содержание воды в теле человека огромно, именно поэтому, то есть лунным циклом, этим лунным приливом и отливом тело человека, особенно при нейроповеденческих расстройствах, так хорошо подвержено, или так сильно подвержено, правильно сказать. We now have a growing interest in lunar cycles in England. В Англии сейчас огромный интерес к лунным циклам. Especially in relationship to gardening. Gardening or agriculture. Особенно, так сказать, те, кто занимается садоводством, сельским хозяйством, они очень за Луной следят. You may be familiar with these ideas of biodynamic. То есть, может быть, так сказать, идеи в сельском хозяйстве, идеи биодинамики вам тоже знакомы? They were developed by Rudolf Steiner originally. Рудольф Штайнер, первооткрыватель, так сказать, этих идей. But they now discovered that there are times when you should plant seeds. Говорят, что есть время, чтобы сеять. At different times with their flowers. Причем цветы сеются в одно время. And if they're root crops or fruit. Там, скажем, фруктовые какие-то посадки делаются в другой, овощи в третьей. And they've now found that this falls very much into the lunar cycle. И вот считается, что то, что люди, так сказать, осознанно или неосознанно использовали в сельском хозяйстве, очень тесно связано с лунными циклами. And can continue to change the
the plant and the produce of the plant, even after the plant has been picked. И, кстати, говорят о том, что даже после того, как плод сорван, он все равно в своей дальнейшей жизни подчиняется лунным циклам. And a good example of that is with wine. Хороший пример – вино. That they found that the taste of expert wine tasters note that the same wine tastes different on different days. Эксперты, дегустаторы хорошо знают, что одно и то же вино имеет разный вкус в разные дни. And if you taste wine on a fruit day, it tastes much better than if you taste it on a root day. Если, скажем, вы пьете вино во фруктовый день, то есть, можно так сказать, во фруктовый день, оно намного вкуснее. Если вы пьете вино в день корнеплода, оно совсем не такое вкусное. So if you buy the same bottle of wine each day or each week, Так что если вы каждую неделю или каждый день покупаете бутылку одного и того же вина, either it may change or your taste may change depending upon the cycle of the moon. имейте в виду, вино не обязательно, кажется, лучше или хуже. Может быть, вы его просто пьете в разные лунные дни. И меняется ваш вкус, восприятие, вернее, вкуса вина. So there may be days in the month when drinking wine is a good idea. Поэтому, может быть, даже следует пить вино в определенные дни. And other days in a month when drinking vodka is a good idea. А в другие дни, может быть, следует заменить вино водкой. Or drinking beer. Или пивом. Or maybe not drinking at all. Или, может быть, вообще не пить. Вы не проснулись, и вам лекция его не нравится. Что вы сидите такие мертвые? Вы как-то улыбаетесь ему, что ли? So you should be able, you can download from the internet when these cycles are. Кстати, из интернета вы можете скачать себе на компьютер эти циклы, когда что пить. So every year it's worth getting the calendar, the biodynamic calendar. То есть на каждый год составляется этот биодинамический календарь. And they're usually about 4 or so days each cycle. В каждом цикле примерно там порядка 4 дней, так что. And I help you to explain why when you drink wine on certain days it doesn't taste very nice. Ну, во всяком случае, становится понятнее, почему вчера вино было таким вкусом, а сегодня оно совсем никуда не годное. So drink vodka on those days. Просто оставьте бутылку, пусть она ждет лучшего часа, пейте водку. So, Tourette's is defined as part of the spectrum of tic disorders. Значит, синдром Туретта относится к спектру тиковых расстройств. And we see this word spectrum coming in. Видите, как часто на слайдах мелькает слово спектр. So a lot of clinicians talk about the spectrum. Поэтому очень многие клиницисты говорят именно о спектре, а не о отдельных состояниях. Of where the child is on the autistic or whatever behavioural То problem есть фактически это все время один и тот же спектр, только в зависимости от того, на каком участке спектра находится ребенок в данный момент времени, мы можем классифицировать как аутиста или страдающего другим расстройством. So in other words, none of these are actual pathological problems. They're all degrees of disorder. То есть фактически все это не разрозненные патологические состояния, а та или иная степень выраженности симптоматики в общем едином спектре. So what we as clinicians want to discover is the etiology of our patients' problems. А нам ведь работать с пациентом всегда важно определить этиологию того или иного состояния. And we're going to put a lot of emphasis over the next few days on the genetics. Мы будем много с вами говорить о генетике в следующие дни. And learn how to accurately measure for imbalances or polymorphisms in the genes. Мы с вами попробуем, так сказать, понять, как можно проводить обследование пациента и как можно работать диагностически с полиморфизмом гена. And until we can do that, we won't really solve these childhood problems. Но прежде чем переходить к этому, нужно суметь поработать с ребенком, избавив его от перечисленных проблем. Okay, and there's Dr. Tourette himself, Julie Вот Tourette. сам Жюли Туретт. He was a director of medical services in Paris in 1900. В 1900 году он был директором парижской клиники. So you can see 100 years ago the fashion for short hair for a man. Видите, тенденция какой формы черепа 100 лет тому назад у мужчин. Which has sort of become fashionable again now, hasn't it? Сейчас опять такая мода вернулась, верно? Okay, so let's now the key areas of the brain are the following. Ключевая зона – это мозг.
передний мозг. So just to remind ourselves То есть это слайд просто как напоминание. of the hindbrain or the base part Нельзя забывать о заднем мозге, is the medulla. нельзя забывать о медуле. And the medulla is the first active part when we are born, Это первая активная часть с момента появления ребенка на свет. rather similar to a fish. Пока мы еще очень похожи на рыбу. A fish will flap around when it's Потому что out of рыба так water, плещется в воде. just like a young baby. То же самое делает ребенок. But at this stage it can't manage to turn itself at all. То есть пока тонус не очень хорошо регулируется, происходят такие достаточно беспорядочные движения плескания. But it can flap its arms and legs around. То есть регулировать свои движения ребенок еще как следует не может, а вот болтать руками и ногами в воздухе может и делать это с огромным удовольствием. So after a few months of age, it starts to be able to turn itself over. Проходит несколько месяцев, и ребенок уже в состоянии переворачиваться. And it usually does this with the same arm and same leg, Он использует одноименную руку и ногу для переворачивания. or what we colloquially call homo activity. То есть это гомоактивность. То есть активность одноименной руки и ноги, гомолатеральная активность. And this is the beginning of the neurological firing or integration of the pons area. Постепенно вступает в игру мозговая часть головного мозга. Well, this is usually beginning to be integrated by about 6 months of age. Примерно к 6 месяцам от роду начинает интегрироваться более активная нервная функция. When more activity in the mesencephalon or midbrain occurs. Постепенно начинает включаться мезоэнцефалон, средний мозг. And this is associated with the ability to start to crawl. Ребенок начинает ползать. So the baby can now get over onto its tummy. Ребенок не просто переворачивается со спины на живот, and it can begin to cross он crawl начинает совершать перекрестные движения, использовать паттерн перекрестного ползания. We call crawling when you're actually up on your hands and feet. Мы называем ползанием движение, когда ребенок поднимается на руки. Whereas when you're down with your tummy on the ground, we call that creeping. То есть два разных слова. Когда живот лежит на полу, это, так сказать, один вид ползания. Вот настоящий вид ползания, о котором сейчас идет речь при развитии среднего мозга, это ползание при поднимании на руки. Не лежа животом на полу. So a dog will be cross-crawling. То есть собака, фактически собака производит перекрестное ползание в нашем понимании. Whereas a crocodile А крокодил is more creeping. ползет, так сказать, не ползает, а ползет. Хотя, по сути, тоже тот же самый перекрестный паттерн, просто при разном положении тела. Is that right? Crocodile. Because I think I'm right here, the alligator cross-crawls. Здесь, кажется, разница крокодил и аллигатор. Один лежа на животе ползет, а другой стоит на конечностях. So an alligator will go straight for its victim. Аллигатор вот так четко на свою жертву идет. Okay? Whereas a crocodile А крокодил, will go this way. видимо, вот так вихляется. So when you get chased by a crocodile or То есть, alligator, когда за вами гонится аллигатор или крокодил, you have to remember which is which. запомните, вы должны помнить, кто есть кто. So one you run away in a straight line, От одного нужно бежать по прямой, and the other one you have to do а this. от другого нужно бежать по синусоиде. Otherwise you'll get caught. Иначе тебя поймают очень быстро. Worth remembering. Стоит запомнить, ну хоть как-то реагируете, ну я не знаю, хотя бы наденьте улыбку, ну что ей-богу. And maybe Даже they don't крокодил вас have, не развеселил. they don't have this problem in Russia. Вот даже доктор говорит, видимо, никаких проблем в России нет, но хоть как-то оживитесь, ну что вы ей-богу. Рэл. We have that as well. Many Russians are now tourists in all parts of the world. Да, но русских туристов сейчас полно-полно везде по свету. So if you visit Florida, Так что если поедете во Флориду, you may come across alligators. аллигатор вполне может вам встретиться на пути. And if you visit Australia, А в Австралии you'll come across crocodiles. крокодилы. So crocodiles are not only in rivers, they're also on the seaside. Имейте в виду, что крокодилы не только в реках, они на побережье встречаются.
but not in Sydney. Но не в Сиднее. They're usually in the remote northern Это territory. там подальше. But they have been known to take people from the beach. Но, кстати, просто есть зарегистрированные случаи, когда крокодилы поедали людей на побережье. Not often. Не часто. We saw one in a zoo over there, Одного видели там в зоопарке. Уж он не знает, как вас повеселить, сейчас про зоопарк будет рассказывать. which had taken somebody from the beach in the Northern Territory Который на северных территориях там кого-то поел на берегу. in 1870. В 1870 году. Ему это припомнили. This crocodile was still alive. Представьте, этот крокодил был жив, когда мы его видели в зоопарке. He was over 130 years old. Больше 130 лет прожил. Probably because he used to eat people on the beach. Может, потому что хорошо поел на берегу. That was the last person he ate. По американским законам 555 лет тюремного заключения. According to American legislation, he should have been imprisoned for 555 years. He was Australian, not Он же American. австралийский, не американский. Причем тут американский язык? You have to remember we sent all our convicts to Australia. Мы же туда всех отправили уже. Все там. And now the Russians send all their convicts to England. А теперь русские всех своих послали в Англию. Okay, so that's the mesencephalon is the midbrain. Короче, Across back. средний мозг мезоэнцефалон. Перекрестное ползание. So the defects in brain development won't be just in locomotion. Значит, дефекты при развитии мозга выражаются, конечно, прежде всего, но не только в локомоции. But we see it in other systems like the eye. Страдают структуры глаза. So a common midbrain defect in the eye is a squint. Косоглазие, кстати, это дефект мезоэнцефалона, который проявляется в области глаза. Or strabismus. Или стробизм. So we need to treat the midbrain if you see a child with a strabismus or Так что squint. если у ребенка стробизм, имейте в виду, что надо работать со средним мозгом. I used to have a child who came to see me periodically who developed a squint. У меня периодически наблюдался ребенок, у которого косоглазие было приобретенным. So if something develops, it means it's acquired. То есть, если состояние не было, так сказать, представлено сразу, оно появилось постепенно, значит, явно оно приобретенное. And this used to come from a cranial fault. Кстати, причиной может быть краниальное поражение. So the parents knew when the child had hit her head. В этом случае родители даже помнили случай, когда ребенок сильно ударился головой, And developed a cranial fault у него развилось краниальное нарушение. because the girl developed a squint. И как следствие косоглазие. And because her vision was distorted, А раз зрение страдало, she used to then tell her mother that it's time to go and visit Chris. девочка, кажется, мы уже были знакомы, сказала, что мама, пора нам пойти к Крису. So that was a good example of an acquired problem, functional Это problem. хороший пример приобретенного расстройства. Whereas the squint, which is in there from the beginning, is a developmental А problem. если косоглазие присутствует с самого начала, значит это проблема развития. Now, the next area of development is the vermis and the cerebellar hemispheres. Следующее это вермис, полушарие. These are associated with the vestibular mechanism. Это вестибулярный механизм. And the most important thing to mention here at this stage, in case we don't later on, is that these areas are very sensitive to oxygen. Эти области очень чувствительны к кислороду. Я упомяну об этом сейчас, хотя подробно речь пойдет позднее. Now, the cerebellum has a greater density of neurons than anywhere else in the brain. Значит, sorry, I was thinking of something else. Could you please repeat? Задумался о чем-то своем, пропустила фразу, прошу прощения. We won't ask what else it was you were thinking about. Now, the cerebellum has a greater density of neurons than anywhere else in the brain. В мозжечке плотность нейронов гораздо выше, чем где бы то ни было еще. And that's why it's called the little brain.
Поэтому мозжечок и называется маленьким мозгом в буквальном переводе. So it actually has more neurons than the whole of the cortex, Там нейронов гораздо больше, чем во всей коре. but it's more densely packed. Но поскольку места мало, они очень плотно упакованы. The other thing about neurons generally is that they have multiple mitochondria, И множественные митохондрии характеризуют эти нейронные скопления. because they have to pump out all that sodium and calcium. Потому что должна работать постоянная помпа, постоянный насос для выкачивания натрия и калия. So they need to generate a lot of ATP. То есть должно вырабатываться очень большое количество АТФ. And to make ATP, we need not only the vital nutrients, Для этого нужны не только жизненно необходимые нутриенты, but we need glucose, но нужна и глюкоза. and the brain feeds exclusively on glucose А мозг очень привязан, так сказать, в своем питании к глюкозе. as its fuel. Поскольку, так сказать, идет доставка всего необходимого. And at times it can also use the amino acid glutamine. И глютамин, аминокислота, тоже необходимая для всех происходящих процессов. But it's unable to use other amino acids or fat. Другие аминокислоты или жиры не используются. So the second vital nutrient over and above glucose is oxygen. То есть кислород вместе с глюкозой стоит фактически в одном ряду по своей значимости. Or maybe we should have said the other way around, oxygen is the vital nutrient. Может быть, даже надо сказать, что кислород это наиболее витально значимый нутриент. Because generally we can live for many days or weeks without glucose. Потому что без глюкозы фактически мы можем жить дни и даже недели. But we can only live for minutes without oxygen. А вот без кислорода минуты. Now, if we don't produce, we make ATP from ADP. Значит, АТФ вырабатывается из АДФ. Can you ask them whether they understand ATP and ADP? Понимаете вообще, о чем речь идет, да? Потому что слова понятные звучат. Okay, so we simply make ATP from ADP continuously. То есть АТФ из АДФ производится постоянно, на постоянной основе. So we basically rephosphorylators will see ADP to make ATP. Происходит постоянное респлитирование АДФ для того, чтобы вырабатывалось АТФ. And we do this thousands of times per second in Это our происходит mitochondria. тысячи раз, буквально в секунду, на митохондриальном уровне. Now, anybody know how long you would live if you failed to make ATP? Знаете, сколько вам удастся времени прожить без выработки АТФ? Кто-нибудь знает? Это вопрос к вам. 2 seconds. 2 секунды. So we would live for 3 Татьяна Сергеевна. seconds. Okay. Нет, зашла, сказала свое слово и вышла снова. We'll do a demonstration later. Демонстрационный показ мы проведем позднее. Это знаешь, So clearly making energy is very important. То есть видите, насколько важно постоянно вырабатывать энергию. And oxygen is the key ingredient. А кислород является ключевым ингредиентом в этом контексте. So a lack of oxygen Недостаток кислорода would lead to more glycolysis production of energy or anaerobic. это аэробная или гликолизная выработка энергии. So the second part of making energy or the aerobic requires the oxygen. Аэробная часть требует кислорода. So if we have lower oxygen tension, we will work more anaerobically or glycolytic. И, естественно, гликолитическая работа начинает доминировать при недостатке кислорода, при недостатке аэробной стороны общего цикла. Which would make us very tired. Естественно, что это сопровождается усталостью. So the places that you see a lack of oxygen most are within the tissues that have a lot of mitochondria. Именно те ткани, которые характеризуются большим количеством митохондрий, чаще всего и характеризуются состоянием усталости. So the brain and the muscles contain most mitochondria. Мозг и мышцы – это главное хранилище митохондрий.
So we will be tired in our muscles and tired in our brain. Утомление происходит, как правило, в мышцах и в мозге. And as the cerebellum contains more neurons than anywhere else, this is the first place that you'll see hypoxia or lack of oxygen. И недостаток кислорода или гипоксия проявляется прежде всего в области мозжечка, поскольку мы уже говорили, здесь наибольшая плотность нейронов. So it may manifest as an unsteadiness. Может утрачиваться стабильность состояния или стабильность походки. Or balance problem. То есть могут возникать проблемы равновесия. It may be visual. Проблемы могут быть зрительными. It may be just in memory recall. Это могут быть и проблемы памяти. The two key nutrients to think about in hypoxia При гипоксии следует, может быть, думать о о двух ключевых элементах. is iron. Железо. A deficiency of iron creates a microcytic anemia. Микроцитическая анемия возникает при недостатке железа. With low hemoglobin. То есть низкий уровень гемоглобина. And the second key nutrient to think about is vitamin B12. И витамин В12, второй ключевой элемент. Few minutes and we... Great. So vitamin B12 is involved with the maturation of the red cell. Созревание красных клеток связано с В12. So with vitamin B12 deficiency, Поэтому дефицит В12 you get enlarged red cells, дает, так сказать, увеличение красных клеток, which are relatively immature, которые остаются относительно незрелыми. so they have low oxygen carrying capacity. То есть фактически эти незрелые клетки не способны к транспорту кислорода. So this is called macrocytic anemia. Это макроцеллярная анемия. Там была микро, это макро. And we simply see it in red blood cells because red blood cells proliferate or grow very rapidly. А поскольку красные клетки пролиферируют или растут достаточно быстро, все эти нарушения мы и наблюдаем именно в красных клетках. But B12 deficiency causes the same symptoms in all cells in the body. Хотя надо сказать, что витамин В12 приводит к тем же самым нарушениям в любых клетках тела. So you'll see it in white cells, То же самое касается белых клеток. and you'll see it in any cellular structure. То есть любая клеточная структура начинает страдать точно так же. Просто наблюдается этот процесс гораздо ярче в красных клетках. The cells will be relatively immature. То есть клетки становятся относительно незрелыми. Now, along with those two key nutrients, Ну и, наверное, к этим двум ключевым нутриентам you might want to add folic acid, следует добавить фолиевую кислоту, because folic acid can produce the same symptoms потому что она может давать ту же самую симптоматику, as vitamin B12 deficiency, как и дефицит витамина В12. but it doesn't affect the neurons as much as B12 deficiency does. Но она в меньшей степени влияет на состояние нейронов по сравнению с В12. And the other nutrient to consider very much is vitamin B6, В6 тоже нельзя не принимать во внимание, because B6 is involved with the synthesis of hemoglobin. потому что синтез гемоглобина связан именно с этим витамином. So with the microcytic anemia, you need to look at B6 С микроцитарной анемией обязательно нужно смотреть на В6, in addition to iron, плюс к исследованию уровня железа. and with macrocytic anemia, you need to look at B12 and folate. В12 фолиевая кислота – это сфера ваших интересов при макроцитарной анемии. So again, we see those vital vitamin Bs, which are all involved with methylation. Мы опять возвращаемся к тем же витаминам группы В, которые участвуют в процессах метилирования. As we then go up, we'll be looking at the role of the diencephalon or thalamus, Поднимаясь, так сказать, выше по нашей схеме, ну и поднимаясь выше по структурам, мы будем говорить о диэнцефалоне или таламусе. which is like the great junction where all neurons go directly or indirectly. То есть та зона, где фактически встречаются или сходятся все нейроны, прямо или опосредованно. And then into the cortex and the forebrain, И далее кора и передний мозг. collectively called telencephalon,
теленцефалон, коллективное название, или общее название. So this would incorporate the cortex and the basal ganglia. То есть здесь базальные ганглии и кора. Good. It's time for a caffeine break. А теперь кофеиновая пауза. Сколько у нас? 15 минут.